So tell me now, what float on by you need to find your way. В этом году ситуация с выходом новых флагманов мне напоминает анекдот про молодого и старого быков. После того, как все производители обновили свой модельный ряд, Huawei спускается с горы, чтобы показать, кто в доме главный. Получилось ли? Как обычно, Huawei представила два телефона. Просто P30 поменьше и P30 Pro побольше. Первый для тех, кто хочет относительно компактный флагман. Второй же – герой моего сегодняшнего обзора. Тот самый бык, который спускается с горы. Я не буду подробно останавливаться на модели помладше. Вы еще посмотрите все эти репортажи с презентации. А перейду сразу к обзору самого флагманского флагмана. Конечно, мне хочется рассказать о многочисленных камерах, но я не буду нарушать традицию и начну с дизайна. Huawei не боится экспериментировать с цветами своих телефонов и делает это очень удачно. Для линейки P30 представили немало крутых цветов, но мне достался самый лучший. Переливы просто сказочные, в разных условиях освещения выглядят по-разному, не устаешь любоваться. Напоминают перламутр морских раковин. Не уверена, что такую расцветку оценят мужчины, но вот для девушек очень круто. Ну а спереди, конечно, смартфон чисто черный, ведь состоит лицевая панель почти полностью из дисплея. И экран, и задняя стеклянная спинка заходят на боковые грани. По кругу телефон обрамлен металлом с небольшими прерываниями пластиковых заглушек антенн. Симметрии на нижней грани слегка не задалось, да и бог с ней. Разъем, естественно, Type-C, 3,5 мм нет. Эти два отверстия – отверстие микрофона для записи видео и инфракрасный датчик. Самое интересное, конечно, скрывается за этим стеклом, прикрывающим камеры, которых здесь 3, и о них позже. А вот это отверстие тоже неспроста. Это специальная камера для построения карты глубины и 3D моделей. Ну и вспышка, куда ж без нее. Блок основных камер заметно выступает из корпуса, из-за чего на столе телефон лежит криво и шатается. Но это неизбежное зло современных смартфонов. Корпус защищен от влаги по стандарту IP68. И, естественно, поддерживается беспроводная зарядка, да еще и с высокой мощностью и приятным бонусом в виде обратной зарядки аксессуаров. Каких только слухов не было до премьеры этих смартфонов. Мои любимые про переменное фокусное расстояние в телекамере и про то, что дисплей здесь производства Samsung. Это, конечно же, не так. Здесь установлена OLED-матрица производства Boya. Края закруглены чуть меньше, чем в Mate 20 Pro. Так и ложных нажатий меньше, и не так сильно цвета искажаются. Хотя, если открыть что-то белое, то они заметны. В повседневной жизни не напрягают. Ложных нажатий у меня вообще не было, кстати. Челки нет, лишь маленькая капелька селфи-камеры. Бровь внизу заметная, но терпимая. У Samsung не меньше. Экран 6,47 дюйма. Разрешение 2340 на 1080 точек. Про насыщенность и глубину цветов даже говорить неудобно. OLED во всей своей красе. Яркости с большим запасом. Минимальный уровень тоже отличный. И есть широкие настройки цветовой температуры. Можно добиться наиболее приятного для себя результата. Да, чуть не забыла. Микрочелку можно и вовсе убрать, если даже такая вас раздражает. Интересно, что вы не найдете в верхней части экрана динамик. Его роль выполняет сам экран. Звучит крайне непривычно, но если специально на этом не акцентировать внимание, то владелец, скорее всего, и не заметит подвоха. Как и в Mate 20 Pro, сканер отпечатка пальца вставили под дисплей. Он оптический. При прикладывании пальца повышается яркость дисплея в этой зоне. Считывает отпечаток быстро. Даже с влажными пальцами срабатывает почти в 100% случаев. В первые дни я даже забывала настроить разблокировку по лицу. Пользовалась только этим сканером. Круто, что можно настроить прямую разблокировку сразу после распознавания лица. Поднял телефон, и он разблокировался. Не нужно свайпать заставку. Такое расположение сканера мне лично нравится больше всего. В основном все равно пользуешься разблокировкой по лицу. Но если она не сработала, сканер тут как тут. Интерфейсная оболочка Emotion UI построена поверх операционной системы Android 9, самой новой на данный момент. Все летает очень шустро благодаря процессору Kirin 980 собственной разработки Huawei с модулем NPU, который, используя нейронную сеть, выполняет роль искусственного интеллекта при работе камеры и распознавании изображений из сцен съемки. В нашей версии смартфона 8 ГБ ОЗУ и 256 встроенной памяти. Но будет и вариант на 6 и 128, подешевле. Расширение
памяти нет, только слот для 2 сим-карт. И теперь самое время поговорить о батарее, зарядке и всем, что с этим связано. Ведь наряду с качеством камер это, наверное, самый главный параметр в смартфонах на сегодня. В комплекте с P30 Pro будет поставляться внушительных размеров зарядный блок мощностью 40 Вт. Для сравнения, у нового MacBook Air всего 30 Вт, так что этот малыш мог бы заряжать MacBook, но не заряжает, я проверяла. Все это для того, чтобы заполнить батарею смартфона за час полностью и на 70% за полчаса. Поддерживается и быстрая беспроводная зарядка на максимальной мощности 15 Вт. Вместе со смартфонами компания представила и свою зарядку на 15 Вт, но в комплекте ее не будет. И последняя фича, связанная с зарядкой. Сам смартфон умеет подзаряжать беспроводные аксессуары на мощности 9 Вт. Иногда может пригодиться, если наушники разрядились не вовремя. Минус в том, что нужно каждый раз включать эту опцию в настройках. После бездействия она сама выключается. С другой стороны, не так уж часто она будет нужна. Показатели по большому счету как в Mate 20 Pro, но так как экран здесь не 2К, то можно рассчитывать на чуть лучшее время автономной работы. По сэмплу судить сложно, но думаю, что 6-7 часов экрана вам обеспечено. В процессе теста, как вы понимаете, смартфон использовался очень активно. Фоточки, тесты, игры, запись видео. Ни разу не пришлось заряжать его посередине дня. А это ли не главный показатель хорошей автономности? Ну вот мы и добрались до главного – камер. Перед презентацией компания тизерила изображения, по которым было понятно, что в этой модели собираются прокачать зум, а слухи ходили даже об изменяемом фокусном расстоянии. Но все оказалось не совсем так. 3 камеры, 3 матрицы. Основная 40 мегапикселей с оптической и электронной стабилизацией. Используется новый сенсор Sony, который будет применяться только в этой модели смартфона. Полный эксклюзив. Вторая камера широкоугольная, 20 мегапикселей. И, наконец, третья, портретная или телекамера на 8 мегапикселей, также с оптической и электронной стабилизацией. Таким образом, имеем 5-кратную разницу в фокусных расстояниях между основной и телекамерами, что позволило компании реализовать гибридный 10-кратный зум, а цифровой аж до 50-кратного. Нужно понимать, что оптически здесь всего 3 варианта. Широкий, основной и 5-кратный, то есть 16, 27 и 125 мм. Все остальное гибридное, то есть с потерями качества изображения и вырезанием частей изображения из матрицы. До 10-кратного потеря качества практически незаметна. Дальше же вопрос компромиссов. Я не оговорилась, что телекамера также стабилизирована. Причем используется и оптическая, и электронная стабилизация. Это позволяет получать несмазанные снимки с рук, даже в условиях плохой освещенности. Более того, можно даже использовать ночной режим, хотя и не в полной темноте. Начну рассказывать о камерах подробнее с шириком. Мне нравится тенденция устанавливать такие объективы в телефоны. Если телевиками уже все наигрались, то ширик — это что-то новое. Можно снимать панорамы, можно находить интересные ракурсы. Отлично для съемки интерьера. Да, объектив темноват, но если применить ночной режим, то даже в помещении можно получать классные снимки, пусть и слегка перешарпленные. В общем, ширик one love. Основная камера, конечно, затыкает его за пояс по качеству снимков. Кажется, Huawei понемногу избавляется от недостатков своих алгоритмов. Шумодав уже не старается превратить изображение в акварельный рисунок и работает гораздо мягче. Да и работы у него меньше благодаря хорошей светосиле и меньшей шумности самого сенсора. Хорошо работает Smart HDR, который всегда включен и помогает расширять динамический диапазон матрицы. Отключить его, кстати, нельзя, но работает достаточно мягко, чтобы и не хотелось. Портретный режим тоже прокачали. Отдельная камера строит карту глубины пространства, чтобы алгоритмы могли не просто размыть фон, но и сделать размытие похожим на работу светосильного объектива взрослой камеры. Получается все еще с переменным успехом, но и софт пока далек от финального. Для портретов лучше использовать телевик, который и сам по себе слегка размывает фон. Вместе с алгоритмами получается гораздо лучше. Но тут нужно помнить, что объектив довольно темный и снимать только при хорошем свете. Также придется привыкать, что 125 мм это довольно много, и с привычного расстояния уже портрет не снимешь. Вообще мы уже так привыкли к телефонопортретам на широкий угол или на 50 мм, что подобное фокусное расстояние кажется перегибом для съемки людей. Хотя для взрослых камер это вполне привычное фокусное. Снимают портреты и на 200 мм. Ну и чтобы закрыть тему с зумами, это, конечно, веселая игрушка на несколько дней, можно поснимать верхушки зданий и памятников и слегка позаглядывать в окна. Практическая же ценность не так и велика. Чуть не забыла про так называемый искусственный интеллект, который помогает лучше снимать разные сцены. Возможно, это потому, что я предпочитаю его не использовать, хотя новичкам будет полезен. А теперь самое интересное – ночные режимы. Все-таки днем разница между топовыми камерами заметна уже только интернет-воинам. Наш сравнительный тест совсем недавно показал, что сила
Дело исключительно в алгоритмах. И с портированной Google камерой китайцы уже могут свергнуть с трона признанного лидера – Google Pixel. А что же покажет нам новинка компании, которая стала пионером ночного режима? Не буду тянуть. Король повержен. Даже главный евангелист пиксель-камеры в нашей редакции признал это сразу же и без разговоров. На примерах вы видите нашу студию, единственный источник освещения в которой это самая щель в двери. Все снимки делались с рук в ночных режимах. Huawei не только собрал больше света, его картинка резче, менее шумная, отлично переданы цвета. Просто фантастический результат и прогресс за прошедший год. Huawei, я снимаю шляпу. Примеры фото в полном размере вы найдете по ссылке в описании. Селфи-камера аж на 32 мегапикселя, светосила 2.0, фиксированный фокус. Работать стало гораздо лучше, чем у предшественника. Появился Smart HDR, который, кстати, можно отключить. Здесь тоже Huawei респект за улучшение. Теперь же перейду к видео, о котором мы в своих обзорах частенько забываем. Для теста и сравнения использовали iPhone XR, как эталон мобильной видеографии. Хотя это еще предстоит проверить в сравнении с новыми Samsung'ами. Ждите большой видеотест на нашем канале. Пока же вернемся к Huawei P30 Pro. Для съемки видео можно использовать все три камеры и даже переключаться между фокусными расстояниями прямо на лету. Это может быть весьма полезно. Настроек внутри самой камеры маловато. Можно выбрать только разрешение и один из двух вариантов FPS при съемке 1080p. Для 4К вариантов нет, только 30 FPS. Но вот качество съемки приятно порадовало. Стабилизируется картинка лучше, чем у iPhone. Экспозиция меняется более плавно. Но хочется добавить один стоп экспокоррекции в плюс. Очень уж старательно камера старается не пересветить картинку. А вот фокус, кажется, держит похуже. В общем, есть пространство для подробного сравнения с iPhone и новым Galaxy S10, чем мы скоро и займемся. Тут же еще и всякие эффекты интересные есть. Выделение цветом и размытие фона прямо во время съемки. С обновлением ПО обещают добавить и улучшить, но это уже чуть позже. На этом все. Смартфон останется у нас для дальнейших тестов. Если у вас остались вопросы, жду в комментариях. По ссылкам под видео можно оформить предзаказ. Там же есть и цены. Версия на 6128 обойдется в 28 тысяч гривен, 8256 – 33 тысячи. В подарок предзаказавшим часы Watch GT, VIP-сервис на замену дисплея на 3 месяца. Спешите, предзаказ ограничен. Катаны, мы были счастливы сделать для вас обзор нового Huawei P30 Pro. Я надеюсь, вам понравилось. Если да, поддержите нас лайками. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые классные ролики. Всем пока! Пока-пока!